Эх, это прямое включение из-под дом заточения. Гайвер Уроборус на связи. Команда под соответствующим названием Поддом 38 или Волт 38. Поэтому, если вам интересно узнать абсолютно подпольные техники и подходы брейкинга, проверенные на собственном 14-летнем опыте, то приглашаю. Будет сложно, будет интересно, будет потно и жарко. Возраст не важен, от мала до велика. Будем создавать и творить что-то новое, основываясь на формах и традициях прошлого. Поэтому меньше слов, больше дела. Приходите, будем делать от души. Иркутск андеграунд, Поддом 38, ях! Ага! Или все же с нами затухать в подвалах. Хорошо, что мы машину на прокат взяли. Хоть по городу поездим. Оу, что это наша тачка? Да, вперед, стой. Вообще на протяжении моего знакомства с Гришей, моего тесного общения с ним, я замечала, что человек реально находится зачастую в своем мире, думает о своем, поглощен своим делом. И как-то раз было такое, что мы даже затронули эту тему, я сказала фразу, что ты какой-то неземной, какой-то ты не отсюда, как будто бы тебя спустили, и типа ты что-то тут сейчас сделаешь, и будет это для всех важно. На что он просто ухмыльнулся, улыбнулся, сказал: думаешь? Я говорю: да. Ну, то есть вот такой был случай, и это показывает его, опять же, какую-то глубину. И он все время смотрел на город и говорил, что он очень-очень сильно его любит, и что как отсюда вообще можно куда-то переехать, что он никогда отсюда не приедет, ему очень нравится, и ему очень нравится сюда возвращаться. Я попал к нему в гости домой, по-моему, с Винтом тогда, ходили с Винтом в гости, чтобы обменяться музыкой и видео, потому что, ну, сами понимаете, время 2005 года не такое было доступно, интернета не было особо, ну, быстрого точно не было. Вот, и мы пришли к нему, я пришел к нему один, он встретил меня, мне так понравилось у него дома, у него очень интересная там обстановка, такая комната его была, такая максимальная какая-то, ну вот, все бы мечтали о такой комнате, там много было места в ней, он там тренировался. И вот мы все про брейк разговаривали с ним, менялись музыкой, видео. И я спросил, почему, типа, так круто у тебя дома. Он говорит: у меня мама дизайнер, типа, вот это вот, благодаря ей, типа, она так сделала. Это было, да? То есть, ну... Нет, это уже тебя не было, это уже... Это же... Нет, в смысле, это он повесил. Это в 2016 году, после Китая. Это Тома, мама его сделала. Дизайн, что еще? В один прекрасный момент, как-то случайно, он увидел клип J Lo «I'm Glad». Там был маленький-маленький момент, буквально, там, не знаю, 3 секунды, где чувак просто, 2 чувака стритуют, и он просто берет и вкручивает свечу. И Гриша сказал родителям: я хочу так же. Все, это была любовь с первого взгляда. Естественно, все родители сразу стали искать варианты, где можно заниматься таким делом. К Гришиному увлечению брейкингом мы всегда относились очень серьезно, поддерживали его. И
когда мы переехали в новую квартиру, то даже не стоял вопрос о том, что Грише надо, конечно, отдать большую комнату, потому что Гриша может еще тренироваться и дома. То есть, конечно, это было наше желание, и мы видели, насколько это все у него действительно серьезно, как ему это дорого, как он этим занимается. То есть тренироваться он мог целый день, то есть это не были тренировки, как по расписанию. Это была жизнь, то есть он мог сходить в школу, прийти и начинать брейкинг. Вот перед нами план новой нашей квартиры, в которую мы переехали. И вот самая большая комната была отдана для Гриши, для его занятий. Это почти 26 квадратов. Вот, то есть мы планировали, рисовали, думали, как сделать лучше. То есть Гриша не хотел совершенно никакой мебели, ему это не нужно было, ему нужна была площадь. То есть побольше оставалось для его танцев, для его брейкинга. Здесь я провел, не меньше года, каждый день. Каждый день мы тренировались с утра до конца дня. Было трудно поверить, что есть брейк в Иркутске. Мы начали искать, но кто ищет, тот находит. Мы нашли Игоря Борисовича Кисленко. Я помню, он стал приглашать меня, когда Игорь Борисович нас выгнал как раз. А что, не помнишь? Да ладно. Постоянно говоришь: Игорь Борисович, что сидишь? У меня рука болит. Здорово. О, и ты тут. Началось все здесь в 2000 году. Хоть подскажите. Ну как подскажите? Вы же подарок-то готовите. Ну что? Как С вами? Пацаны потянулись попозже, где-то в 2002-2003. На 2003 год очень там много кто тренировался, прямо заходил ты в зал, и там было орда народу. У Игоря Борисовича осталось, наверное, несколько таких стареньких ребят, из которых были сами мы. И подобралась клевая, классная команда, с которой мы выступали, катались, с которой гремели, потому что это были первые детки, которые показывали взрослый классный уровень. В общем-то, в этом зале все и начиналось, и продолжается. И мне хотелось, чтобы они научились сначала что-то одно, и потом мы переходили к следующему этапу. Потому как мы хотим развиваться по-своему, делать наши элементы, которые нам нравятся, танцевать так, как мы хотим. Игорь Борисович нам говорит, что нет, ребята, перед тем, как делать этот элемент, вам нужно закачать спину, и так далее. В общем, сейчас, конечно, вспоминаю, все смешно. Но на тот момент все было очень серьезно, и никто ни на какой компромисс идти не хотел, да и никто об этом не думал, никаких компромиссов. Мы были просто ребята, которые ни о чем, кроме брейка, не думают. Когда мы тренили, то есть я начал сталкиваться с тем, что пацаны не только пытаются что-то свое делать, не делают самое главное того, что я их просил делать. Поэтому, здравствуйте, когда это накипело, я сказал: парни, говорю, давайте либо мы будем делать так, как мы хотим это делать, и так, как мы должны это делать, либо занимайтесь своими делами, сами, говорю. Здесь у нас зала не было толком, только на выходных. Мы ездили в Шелихов, в другой город, каждый день, то есть Гриша приглашал в гости, и мы тренировались. Места, конечно, было предостаточно. Здесь, я помню, стоял телевизор, маленький телевизор с видеомагнитофоном. Мы смотрели Battle of the Year 2003, мы смотрели какие-то сборки разных видео. В Иркутске еще было VHS, когда, например, Москва перешла уже на диски, на DVD-диски. До Иркутска, конечно, все доходило с опозданием. Я думаю, в 2 года точно. У нас здесь был такой телевизор, старый, маленький, и DVD-проигрыватель. За 400 рублей, я помню, мы его купили. Гриша дома записывал на DVD треки. И мы таким образом слушали здесь музыку. Это было, конечно, неудобно, не было ни компьютера, ни каких-то колонок.
И помню, мы менялись телефонами, у него там на телефоне Sony Ericsson, у него был старый такой кнопочный крутой, и на нем на заставке стоял то ли Style to Off какая-то картинка, то ли чувак какой-то в черри, ну что-то такая, какая-то картинка из брейка. И я отметил для себя, думаю, да, это наш пацан, ну типа, что он прям... У Гайвера был интернет, у меня не было интернета дома. Мы качали видосы, например, 1 минута видео, мы качали ее часа 2. Скачивали видос, смотрели его, он заканчивался. Под него же фоном тренировались здесь. Опять переходили на видос, смотрели видос, вдохновлялись. Переходили сюда, тренировались. Такая рутина была. Частенько оставался ночевать, потому что мы тренировались допоздна. Сейчас у детей есть тренера. Есть тренера, которые умеют делать все. У тебя есть обучалки в интернете, у тебя есть доступ к любой информации, как научиться твист, как научиться, что бы это ни было. Ему было 12 лет, и он научился твист. Он научился много свечей на руке, на локте, 2000. То есть очень много элементов. Я просто увидел человека, который, будучи супер маленьким, как позже я выяснил, он учился в 7 классе, просто фигачил твисты. Вот. Мне казалось, что, вообще нереально, уровень очень высокий. Обычно самоучки учатся элементы, и у них получается криво. Типа, я самоучка, ты видишь, и он такой кривой весь. А он, то есть, техника была чистая, и он учился по видео. То есть он замедлял видео, смотрел, сравнивал свои видео, которые он снял на камеру, с видео тех людей, которые умеют делать эти элементы. Но Гриша всегда вдохновлял тем, что своим подходом, потому что мы просто пробовали. Я, например, за себя говорю, я просто смотрел видео, просто пробовал, падал, и смотрел на Гришу, Гриша смотрел другие видео и смотрел их в замедленном, сравнивал со своими видео. То есть я посмотрел, подумал, он нигде это не вычитал, ему никто это не сказал, он сам, то есть, додумался, что детали – это самое важное, стоит изменить маленькую деталь, и, может быть, у тебя уже будет лучше техника. Или попробовать по другой технике, по другому человеку научиться элемент. Даже сейчас я езжу по Европе, я езжу где угодно с мастер-классами, я говорю, что не учитесь просто так, не падайте, не пробуй, упал. Нет. Засними, посмотри, подумай, что не так, поменяй технику. То есть от кого это идет от Гайвера на самом деле. Когда уже там интернет пошел, там кто-то начал снимать какие-то видосики, к нам доходили видосики с Иркутска, с его квартиры, где он там просто, не знаю, такой спокойненько, так бам, заходит в локоть, там вкручивает оборотов, не знаю, 10, 13, 15, я не помню сколько точно, но это просто так смотришь, думаешь, wow, shit, man, жесть, там так закручивал 2000, там оставался на 2-3 секунды, зависал, думал, просто дичь какая-то. Было громко иногда. Весь день тренировок, конечно, родители иногда стучались и говорили, все, вы уже долго, сейчас потише. И мы там что-нибудь, окей, сейчас просто видосы смотреть, будем. Часто пересекались на все различных мероприятиях, ивентах, на батлах, потому что в то время особое значение они оказывали на меня и на тех, кто был с нами в то время. И никак иначе. Спасибо Игорю Борисовичу за это большое, потому что в организации этих мероприятий он принимал особое участие. Жесткий стиль был, жесткий. В то время не было такого, что все на жестких каких-то шмотках. Все были обычные на самом деле, как ни крути. Только году к 2006-2007 начали появляться особо ярко выраженный стиль внешний у персонажей. Но ничего, тогда никого ничего не обламывало. У нас здесь в Иркутске
ну, на то время мало что можно было купить из вещей, которые носят бибои. Вот, какие-то цветные вещи, какие-то мастерки такие стильные, какие-то кепки, хорошие кеды. Вот. Всего этого здесь у нас не было, и мы приехали туда, вот, и у нас просто разбегались глаза и чесались руки, мы хотели купить все. Я помню, мы покупали какие-то кепки, вот, если вот на данный момент, я сейчас это вспоминаю, смешно, я бы вообще никогда ее не купил, вот, она такая, как бы, ну, прям village style, так скажем, вот, на тот момент, я помню, мы заходим в этот магазин, мы с Гришей просто, вау, вот эта кепка, мы сейчас их 10 купим, и The End стоит вот здесь, и такой говорит, не-не-не, типа, не берите, не надо, типа. Вот, ну, перед продавцом ему было неудобно, но он так намекал, ну, что, типа, что вы берете, ребята, это же ужас, типа. Вот, но, тем не менее, набрали эти кепок и привезли вообще в Иркутск вот целую вот это именно та сумка, с которой мы приехали в тот раз. Скорее, у каждого было по 2 таких баула, мы привезли кеды, кепки, ну, все, в чем мы ходим, мы тренируемся. В общем, как-то так. Году к 2007 мы часто вместе тренировались. Потом ездили мы в такие залы, как в Шелихов, был легендарный зал, без сомнений. Спасибо Ману за него. Спасибо ребятам, что нас брали постоянно, каждое воскресенье. Первая поездка была реально смешная. Мы решили их напугать, ну тогда время такое было. Сказать, пацаны, мы никуда не едем, мы решили их разыграть. Пацаны, мы никуда не едем. Сейчас сюда придут пацаны, и они будут решать с вами вопросы. Ну, прикольнулись так. И они реально испугались вообще. А потом такие, ну, потом они поняли, что мы их разыгрываем. Было очень смешно. Мы позвали их в Шелихов на тренировку. Сейчас мы находимся на пути в Шелиховский зал. И всю дорогу мы обсуждали, именно в приоритете был брейк. Очень часто кто-то даже включал музыку. Мы по дороге уже начинали тренироваться. И бежали очень часто. Редко ходили пешком. Когда мы ушли, уже был настрой на жесткую тренировку. Приезжали сюда обычно с 12 часов и тренировались до самого вечера. То есть целый день мы проводили здесь, в этом зале. Каждый тренировал свое. Мы не так, в то время мы не джемили, не сайферили, как это сейчас в основном происходит. Но в то время мы каждый тренировал свой элемент, свою фиху. Сразу все менялось. Мы просто погружались полностью в тренировку, и время летело незаметно. Шмель и Саня Краев нас привели сюда от Игоря Борисовича. Открыли нам дверь в другие залы, можно сказать. Были и другие, конечно, залы, но это был такой один из именно тех залов, в которых ты мог зависать с самого утра до самого вечера. Здесь мы начали без какого-то либо тренера копаться в себе и осуществлять наши замыслы и создавать большую часть нашего придуманного материала. И из-за него мы не только у нас была возможность тренироваться, но еще он нам давал возможности проводить здесь какие-то мероприятия. То есть наш первый баттл, который мы организовали, он был организован тут. Мы не потратили ни копейки, может быть, купили только скотч, а в остальном аппаратура, пол, свет, все. Все были за идею, все пришли, и был MC, и диджей, и все сделали как real community, underground support как раз таки, и сделали ивент. Этот город, это не Иркутск,
но так как мы тренировались здесь, все хотели попасть сюда. И вот именно этот баттл, который мы организовывали, это был шанс для всех из Иркутска посмотреть и на нас, потанцевать с нами и поучаствовать как бы в этом баттле. Первый раз выбрались за границу, это была Корея, это был 2008 год. Сами накопили денежку посредством выступления в кафешках. Я на тот момент уже был совершеннолетним, мне было 18 лет, а Гриша младше меня был на 2 года, поэтому нам пришлось получать какую-то нотариальную доверенность, ездить с родителями в нотариат. Родители отпускали его со мной, доверяли, вот, что все будет в поездке хорошо. Родители на тот момент просто были в шоке, что для них мы всегда остаемся детьми, несмотря на то, что мне уже было 18 лет. Первый раз в другую страну, одни, искать какой-то брейк-данс. На тот момент у нас не было особо не было ни Фейсбука, ни Инстаграм, как сейчас. Все ты знаешь, все про всех, у каждого свой профайл. Раньше вот просто на Ютубе смотришь видос какого-то человека и потом строишь свои догадки о том, как он тренируется, что он ест, пьет, какое у него хобби. А на тот момент же нам все это было очень интересно. Вот. И мы как дети придумывали, строили всякие догадки. О, ты знаешь, вот он, наверное, занимается дополнительно бодибилдингом. Ну, это я так шучу, конечно. Как-то по интернету нашли Гамблерс, та команда, на которой мы тоже росли, с которых восхищались. Вот, приехали, нашли этих людей там, встретились с ними. Для нас это был вообще просто шок, когда мы их вживую увидели, как они тренируются, чем они живут. И нас это настолько вдохновило, что потом вот этот вот весь последующий прогресс нашего индивидуального танца, прогресс творческий, он, наверное, заложился вот с того момента. Вот как мы съездили в Корею, и потом уже пошло-поехало, мы поехали и в Европу съездили, и все уже начали действительно развиваться. Это дорога простая, она с горы напрямик. Я вообще узнал в Усть-Илимске еще. Причем, когда я ходил только год, я в 2011 пошел на брейк. И в 2012 пацаны приехали с Иркутска. И там было 2 бомбы, это Гайвер и Кенни. Олег. Да, Олег, И все такие, там такие чуваки, жесткие, там твисты крутят. А мы еще вообще шпинды прям. И он мне как-то пишет, говорит, можно я у тебя возьму тут, фразу. Как же там, какая фраза-то? Подвала голос, точно. Строкой 4 стиля, довольный с подвала голос. Немалый не... Я там говорю. И я тогда вообще охренел, что мне Гриша позвонил, написал, и говорит, можно я у тебя возьму фразу, вставлю, в видос в свой. Я ему, естественно, говорю, что, у кого-то же хип-хоп, по-любому, бери. И все, и вот мы с ним, потом он мне еще скинул свои инструменталы какие-то, потом я ему тоже начал свои там демки какие-то скидывать, и вот так мы с ним заобщались, прям уже так конкретно. Вспомним о днях лучших наших стрит-многоэтажек. Думаю дважды, когда беру поклажу в свои руки, чтоб не заморались брюки, чтоб на пол моего храма не упал серый купол. Мы собрались здесь, чтобы поведать вам о том, что было и есть, что дальше валяй сам. Быть байбой или по хиппи-хап делать двигай головой. Берег жизни свой корень, чтоб превратиться в цветущую крону, бой. Все расклад очень простой, как верхоширные валим по бирусе они, как в ткани, бой. На Третьей мировой я покажу тебе, что делать с твоей головой. Я помню
случай был, это был, наверное, 2012-11-13, точно не помню. Помню, что это было в подвале. Кто точно был, не помню точно, может быть, был Шмель, я был, и Гриша Гавер был. И мы такие, типа, давай что-нибудь зачитаем. И Гриша, кстати, да, он иногда фристайлил, просто по приколу. Типа, он себя не позиционировал никогда как МС, но бывало, что фристайлил, причем нормально. Много случаев помню на различных мероприятиях, просто для себя и друзей. И вот, а микрофон, я его спрашиваю, а что с микрофоном-то, что, как нам быть? Он говорит, да все в порядке, вот смотри, у меня есть цифровая камера. Я говорю, что? Он говорит, у нее нормальный звук. Я, говорит, всегда на нее записываю просто видео, а потом срезаю дорогу аудио. Вот так вот делаю. Я говорю, ну ладно, хорошо, давай так. Не помню, что из этого получилось, но как факт, как это было. Вот, еще тогда он начинал пробовать себя в битмейкинге. Ну и, может быть, пытался еще писать тексты, я не знаю точно. Ну, думаю, да. По-любому писал. По-любому писал. Гриша писал стихи и, рэп, то есть такую ритмичную поэзию. И в этом, это вообще Royan Uncut, этого вряд ли кто-то найдет и кто-то когда-то выложит, но есть некоторые записи, и это тоже реально свежо и фанково, потому что там рифмы есть крутые, там звуки лома из глубины дома. То есть все тоже с отсылками от тому, откуда он идет. Хотел рассказать про создание музыки от Гриши. То есть это расскажет о нем как о человеке с таким подходом, что я помню, он рассказывал, что тело устает постоянно тренироваться. И говорит, хотелось бы постоянно тренироваться, но тело устает, а так просто сидеть, втыкать, говорит, я не могу. И поэтому он начал тут писать биты, из-за любви к хип-хопу, к музыке, к этой, которой вдохновлялся. Тоже начал ее воспроизводить только своим способом. Помню, в 2011 году он сценивал свои биты, и, вообще, это что реально круто. Я не встречал такого у битмейкеров, что он первое, что сделал, это он записал свой драм-кит, именно подвальный, то есть именно со своих драм-кит это своя подборка звуков, сэмплов, характерных для каждого битмейкера. Там есть у Премьера драм-киты, у всех есть свои драмкиты именные. И Гриша сделал свой исключительно из звуков подвала, под дома, этого помещения. И его комнаты, и всего, что, тут находится. Купил звуковую карту, микрофон, чтобы все это качественно звучало. И это реально так и звучало. Это звучало жестко авторски. Еще что он сделал, не знаю, какой был первый пункт, он прочитал полностью мануал Fruity Loops, то есть полностью, это дофига страниц, на тот момент уже и были все YouTube уроки, и все туториалы, но он, такой подход, это говорит о человеке, о подходе к делу, то есть если он занялся делом, то он делает это, во-первых, досконально изучив вопрос, а во-вторых, с оригинальным подходом, то есть максимальным своим собственным почерком и стилем. Видать, я не знаю точно, но мне кажется, он в этом деле сделал небольшую паузу, перерыв в создании битов. И ближе к 2017-2018 году опять активизировался. И помню, что он мне писал, что ты думаешь насчет Роланда 404-го? Да, он мне тоже, фотку скидывает. Писал на типа, взять его, не взять? Я ему говорю, Гриша, думаю взять, потому что много кто его использует. 404-й, не 808-й? Не, вряд ли 808-й. Было бы странно, если бы это был 808-й. В общем, Роланд. Кажется так. И все, я ему говорю, конечно, бери. И все, и он начал делать биты. И голос тоже он разрабатывал, всякие без эффектов, свои фишки голосом. То есть и этим занимаясь, он бы создал очень крутые проекты, крутые творческие моменты. Но сердце его принадлежало брейкингу.
знал, у пацанов есть зал в подвале. Я говорю, у кого? Он говорит, у Йона есть подвал, типа, он вот недавно сделал. Я говорю, что там, как? Он говорит, там вообще ништяк, там и зеркала, и все ровно. Такой круто, я сильно туда хотел попасть еще тогда. В какой-то момент и Йону было тяжело в том плане, что у него не было такой возможности тренироваться дома, допустим. Они уже начали искать какие-то варианты, и папа Йона предложил вариант с подвалом. Этот вариант они сразу же начали рассматривать, и в ближайшее время буквально сами начали его делать, строить, буквально своими руками вытаскивали оттуда все лишнее. Так, ребята, короче, вы не понимаете, что вы попали туда, где обычный человек просто не может попасть, потому что это подвал. Это место уже является нашим лет 12-13. Когда-то мы сами собрали деньги на ремонт этого помещения, вот, будучи вообще детьми. Со временем мы все это дело декорировали, меняли пол. Это место, оно пропитано теми позитивными устремлениями, когда люди приходят, тренируются здесь и занимаются чем-то позитивным, в частности брейкингом, вот, пытаются как-то развиваться. Подвал — такое место, которое стало такой реально темплом. Это очень хорошее слово «темпл». То есть это даже больше не подвал, это реально сейчас уже такой темпл, который обрастал своей историей. Если посмотреть изначально на зал, то он был такой пустой, там были буквально реально зеркала, пол, не знаю, там синие стены, но потом постепенно это появлялись афиши, дипломы, то есть они все свое начали туда вносить постепенно, и это очень круто. Сейчас это место с огромной историей. Здесь есть такие для нас важные постеры, афишки и грамоты. Вот, допустим, мы ездили на The Funky Style Anniversary. Изначально я увидел ролик в интернете, который назывался Marvel Crew B-Boys. Я посмотрел его, и вначале там парень крутил 10-2000. Меня это заинтересовало, я начал следить за Marvel Crew, и в том числе за Гришей. И в дальнейшем его видео меня очень вдохновляли на творчество. Я перед тренировками часто смотрел ролики их команды. Marvel, я думаю, просуществовала с 2006 года по 2010 год. Мы ездили на Евробаттл. На Евробаттл мы выезжали в 2009 году. Но у нас было влияние больше Франции, Кореи, больше техники, пауэрмува, триксов. И мы решили, нужно ехать сразу в Европу. И мы выбирали, сидели в зале, выбирали, на какой баттл нам нужно поехать. У родителей отпрашивались, родители нам очень помогали, там прямо все мы какие-то везучие очень были. Вот. И мы поехали вчетвером на баттл в Португалию, и мы прошли до полуфинала и проиграли только потому, что у нас кончились выходы, потому что тогда, на то время, мы еще не знали, как импровизировать и фристайлить. Вот. Мы думали, хоть бы пройти квалификацию там, и мы, конечно же, ее прошли, с нас все офигели, все кричали, все были рады, что мы приехали, и они сказали, что мы очень спасли этот день и сделали его незабываемым, вот. Всех нас запомнили, у нас взяли контакты с организаторы с IB, организаторы с Fluido Jam, Unbreakable, Battle of the Year, Red Bull, вот все они взяли у нас контакты. Все с нас были в шоке. И Break Junkies. Это был второй наш ивент. Вот, это после того, как ребята съездили во Францию, к нам сюда приходили репортеры.
брали интервью, делали фотографии и впоследствии напечатали о нас в газете. Вот, потом у нас есть, вот Гриша занял в Томске первое место. Нормально, нормально. Потом... Фу. 38. Глубокий стиль. До самого, до последнего. В глубину. И... Фу. С меня идет пар. Иркутская флейва побеждает! Вот 38! Респект всем! Волт 38 Поддом — это брейкинг-команда, основанная в феврале 2011 года и существующая по сей день. Идея названия была реализована Гришей Труфаном, в то время вдохновившимися игрой Fallout 2. Встречавшись друг с другом накануне перед одним из местных батлов, они вместе со Шмелем решают принять участие в батле по тройкам под данным названием. Так и появилось это название. Потом в дальнейшем его модифицировали, так как Поддом, потому что смысл один и тот же. В команду также входят Мастер Йон, Эмей, Байкал, Трах, Братислава и Саня «Передавай дальше». Волт в переводе с английского значит «убежище», а 38 — это номер дома, под которым мы находимся. Слово «поддом» — это русское слово, эквивалент названия команды, относящееся непосредственно к месту, где она зародилась, в убежище под 38-м домом. Находящийся на логотипе «Монстр» — это случайно получившаяся игра теней. Я помню, как в соседней комнате мы прикалывались, фотографировали какие-то инструменты, держали их по-разному, и таким вот образом получился этот монстр, змей, или как его назвать. Я уверен, что наша команда и место, где мы вместе тренировались, проводили время, имели для Гриши особое значение. Волт — это то место и те люди, где и с кем Гриша мог быть собой. Он всегда качал за нас и за свое место с большой гордостью. Гриша придумал название команды для этого батла как раз. Давайте назовемся Волт 38, сказал он. И мы так назвались. Поначалу мы показывали Волт таким вот образом. Была такая вот распальцовка, но нам казалось, что показывая Волт таким образом, это может показаться схожим по значению с чем-то еще, и тогда у него была такая идея показывать Волт как силуэт руками. Гриша начал отметать что-то лишнее, от себя. В том числе это была школа. В 11 классе Гриша сказал, что он не будет заканчивать школу, что он ее бросает. Сказать, что мы были в шоке, это ничего не сказать. Мы выросли на нашем социалистическом воспитании, без школы, без института и без всей этой программы, которую мы сами прошли. Мы не представляли, как можно находиться, жить в нашей стране и вообще двигаться дальше. И папа, для которого это просто немыслимо, что ребенок, сын старший может просто взять и бросить школу, это для них было чем-то вообще невероятным, как, собственно, и для нас. И мы Грише говорили свои аргументы, очень все уверенно, и он нам говорил, что вы знаете только то, что вы знаете. Почему вы думаете, что нет другого пути? Я буду заниматься тем, чем я хочу заниматься. То есть для нас, для всех это было шоком, когда чувак бросает учебу на половине года, то есть не доучившись полгода, он просто в 11 классе берет и бросает школу, идет наперекор.
Видно было по нему, что он, конечно, со своего пути уже не сойдет. Но мы как-то это еще более смогли пережить, так, перенести. Ну, для наших бабушек это было совершенно непонятно, очень было тяжело с этим как-то смириться. Ну и он и их смог как-то убедить в этом, то есть настолько он был сам уверенным и заряжал нас своей уверенностью. И это на самом деле очень жестко. Сейчас мы понимаем, это жестко, потому что он реально тратил время. Он всегда говорил: я трачу на это время, я должен делать то, что я хочу делать. Он уже в этом возрасте понимал, в свои 17 лет, 18, что он, чего он точно хочет. Ну вот решение было принято, Гриша ушел из школы, ни дня не жалел, что он так поступил, то есть никогда я не видела его каких-то сомнений, то есть настолько все у него было четко распланировано в дальнейшей своей жизни. Хотел он заниматься брейком, хотел совместить свое творчество и зарабатывание своим делом в дальнейшей жизни. Если говорить о поддержке родителей, то, например, есть такая история, что Гриша в 2006 году съездил на боте, просто попросил родителей, у него была такая мечта, и родители поддержали его в этом, не для того, чтобы он там поучаствовал, как-то себя проявил, тогда он был не на том уровне элементарно, а просто, чтобы он посмотрел. Гриша сам через интернет нашел и все узнал про этот чемпионат. Поставил нас перед фактом, что нужно туда поехать. И это было так все серьезно. И не было даже никакого сомнения, чтобы отказать в этом. Мы собрались и поехали туда. To Battle of the Year 2006. Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some scratching and some breaking and some popping and some breaking and some graffiti and some breaking, and then you're gonna see some more breaking, okay? Yeah, boy! Для меня, например, очень удивительно, что брейк организован с таким размахом, что чемпионат на таком уровне серьезном. Находясь уже перед выступлением, когда много брейкеров собиралось в зале самом. Когда шли все именитые люди, бибои, он встал, и по его глазам, по его взгляду она увидела, что он уже себя там видит когда-то. То есть он уже будучи ребенком, будучи в том состоянии, увидел себя когда-то там. Он четко, видимо, это понял в тот момент. И это была первая такая поездка ребенка из Иркутска в 2006 году куда-то в Германию. Вообще это тоже не может не поражать. И, конечно, тут огромная благодарность родителям, правда, потому что поддержка была колоссальная. После того, как в подвале понеслась, так скажем, жизнь тренировальческая, все ребята задались целями куда-то реально уехать. Брюс хотел Европу, Йон хотел все время там какие-то Корея. В 10-м уже Йон уехал в Корею, потому что он и мечтал уехать в Корею, двигаться с Гамблерс, и в итоге он и вошел в Гамблерс. Я уехал в Европу в 2010 году тоже. Я начал двигаться с моментом, с теми же, кто и организовывал Евробаттл. А Гайвер хотел ехать в Америку. Так как он бросил школу, он все равно держал мысли о том, что что-то происходит ненормально, типа образования нет, и что-то надо с этим делать. И он увидел выход, он хотел поступить в Академию искусств, я точно не помню название, но там такая и есть. И, собственно, это не то, что была цель, это просто такая была, зацепка, можно сказать, чтобы там как-то жить, еще что-то, и получить образование в той стезе, которую он выбрал. И наше общение с ним прекратилось в 2011 году плотное, потому что 2010 год, как я уехал, мы общались в интернете со всеми ребятами. И еще Скрип Скретч Озер, Серега, он ушел в армию, и представляешь,
ушел один человек в Корею, другой в Европу, другой в армию, и команда как-то распалась. И в конце 2011 года он уезжает в Америку, но через Москву, естественно, это происходит, через посольство. Что самое примечательное, когда Гриша приезжает в это посольство, в его рюкзаке каким-то образом оказывается замок от подвала. Что это такое, почему это так? Но это было, мы уже не помним, специально он это сделал или это случайно так получилось. Но совпадение или нет, Грише не дают визу, и он возвращается в Иркутск. Там были варианты визу все-таки получить, еще раз попробовать. Он сказал нет, если мне не дано, значит нет. То есть он обрубил. В принципе, его это подкосило, но брейком он не перестал заниматься, он также тренировался. Но в этой своей мечте он, конечно же, разочаровался, к сожалению. После Америки был период такого неведения, что делать дальше и так далее. То есть он не понимал, он знал, что у него есть подвал, и знал, что есть тренировки, и все, собственно, ничего он больше перед собой не ставил. И в тренировках, в принципе, у него цели как таковой не было, просто процесс. Все-таки не отпускала всю семью мысль о том, что ребенок без образования, как же еще сделать, Америка не получилась, здесь он никуда не хочет идти учиться, а давайте попробуем Израиль. И здесь он уже прислушался больше к родителям, и правда, видимо, все-таки его немножко сидело в нем, что он, правда, ничем не занят, можно сказать, вот, и надо что-то делать, какое-то образование получить. Помимо брейка, что-то надо сделать еще. Он поехал учиться в Израиль по программе, учился там на веб-дизайн. Когда он туда приехал, начался некий такой период, можно сказать, депрессии его в брейк-дансе. Он перестал тренироваться так, как он тренировался раньше. Немного он снимал там видео, но тренировок как таковых не было. Ему не нравилось это место, ему не нравилось то, где он находится. Мои воспоминания о нем, это как я первый раз его увидел, я не понял, какой стиль у пацана. Тогда на днях он мне как-то напоминал Браима с Покемона, но он еще делал фихи покруче. И он был тогда такой тихий, скромный, и когда он приходил к нам на тренировки, это прям у него душа прям сияла, как будто, не знаю, наверное, он чувствовал себя как-то одиноко здесь, в Израиле, когда он был. Потому что, наверное, без друзей, без своей флейвы. Но когда он приезжал к нам на тренировки, он прям вау, он сиял, он такие вещи делал и всегда проб сдавал. Гриша себя чувствовал там, в Израиле, очень некомфортно. И, опять же, бросив учебу там, он не стал ничего ждать. Он бросил эту учебу, опять же, договорился с родителями. Здесь они его уже больше поддержали, конечно. И уехал опять к своему месту, опять к своему делу, и это тоже очень круто на самом деле, потому что все-таки он себя здесь увидел больше в этом. Лет так. Я помню, мы
собирались в подвале практически каждый день на протяжении тех годов и узким кругом. И как бы только и тренили, и общались, чилили, и больше нам, в принципе, ничего не надо было. Ну, он там черпал манну, ему там было комфортно, и больше ничего не нужно было на тот период времени. И после Израиля начался такой период, что Гриша начал понимать, чего он хочет. Постепенно это понимание приходило и растило его как реально профессионала, как личность. В Израиле Гриша перешел на сыроедение, потому что там это просто, там всегда свежие фрукты и овощи, он себя прекрасно в этом чувствовал. Тренировок было немного, но надо сказать, что тем не менее на месте он сидеть не мог, и по 20 километров спокойно мог бегать под палящим солнцем, его это прикалывало, он чувствовал в этом какую-то свободу и, видимо, выходил вот из этого состояния депрессии и дискомфорта, который он ощущал там. Бросив все там, вернувшись сюда, он потерял форму за полгода, но это его ни в коем случае не остановило. Он начал быстро себя восстанавливать. Кушать он стал тоже здесь не только сыроедение, он слез, так скажем. Он начал употреблять в пищу крупы там, и так далее, но ни в коем случае не мясо. Я думаю, что после Израиля ключевой поездкой стала его поездка на Battle V1 в Питер. Эта поездка была таким его выходом из андеграунда, так скажем, полного. Это город вне Сибири, то есть в котором его многие узнали, увидели его не в лучшем свете. То есть это было немножко... Он был вообще-то огорчен этой поездкой в принципе. После V1 понимание пришло того, что надо раскачивать свое тело, потому что физически оно ему не давало сделать те сложные вещи, те мощные сложные вещи, которые он хотел сделать. Поэтому он начал увлекаться воркаутом, он просматривал видосы разные, ему было это все очень интересно. И потом в этот же период наступило такое понимание, что как-то надо обеспечивать свою жизнь, зарабатывать на те же поездки, например. И мы с ним приняли решение, что мы уезжаем в Китай. В 2015 году мы уехали в Китай и прожили там год, достаточно успешно. Yo, I'm coming through y'all with the Glock bucking, your whole block ducking. Every bitch that I'm fucking with now is cock sucking. It's like I'm allergic to not fucking. Y'all niggas is faggots like Rock Hudson and Boy George. I destroy frauds with one verse, nigga. We can level up, we can level up. 我是来自中国的 B-Boy Cloud， 应该是 Guyver 在中国最好的朋友。第一次在中国见到他的时候是在上海的嘻哈帮，我们一起练习。后来我们互相了解之后就成为了好朋友，我们一起训练，一起工作，一起教课。他非常的吸引人的特点就是，你会感觉他是一个非常纯净而且纯粹的人，好像一个透明的水晶球，而且没有任何的杂质，你可以很清楚地看到他的全部的感觉。每一次他练习的时候都会带很多 T 恤，3到5件，可能更多。然后每一次训练结束，你就会看到每一个 T 恤都是湿透的，你甚至可以从他的 T 恤里面拧出水来，非常有干劲。在练习的中间，他也从来没有停止过休息。比如说，可能你练到一半会停下来坐一会儿，或者是闲聊2句，但是他最多就是小跑步或者是散步，绝对没有停下来的意思。你很难想象有任何一个 B-boy 可以练到这种程度。Финансовая возможность, которую мы получили в Китае, его подтолкнула на то, что он может обеспечить себе поездки куда-либо. И после Китая он принимает решение уехать в Москву, попробовать себя там, поездить, посвятиться, может быть, где-то, потому что без этого никак. В период нахождения в Москве зародилась команда One Piece Yes. Всем привет, мы команда One Piece Yes. Григорий состоял в нашей команде с 2016 года.
Его позвал Степан, чтобы выступить на мероприятии под названием БОЕ. И тогда мы очень круто выступили, дошли до полуфинала, проиграли корейцам, но все равно, я помню, было очень круто. Я тогда стоял, смотрел на зрителей и помню, Гриша вышел вперед. И я понял, что он будет делать, что он будет этот флай сейчас свой крутить. И я просто смотрел, как они орут. Вот так был этот момент очень круто, я прям запомнил его. Очень было приятно осознавать, что этот человек поддержал наше видение брейкинга и все-таки влился в нашу компанию. Он жил в Москве. Как жил? Ну, жил в Москве, да? Жил же? Полгода почти, да, чуть-чуть побольше. И если осознать всю его жизнь в Москве, то она выглядела примерно вот таким образом. Он жил на Биберево, он стоял там в планке, а когда не стоял в планке, он тренировался у Яна. Он пришел с кем-то ко мне в зал на тренировку. Вот, я его сначала даже не узнал, поскольку лично никогда не видел. Вот, ну такой, это Гайвер, что ли? Тот Гайвер, который фишку делает. Такие, да, это он. И первую тренировку он особо не тренировался, ну, видимо, как бы новая атмосфера, ему было некомфортно. Он пришел и просто встал в планку. И стоит в планке. Стоит, ну, там, минут уже 10-15. Как бы все такие начали внимание обращать. Стоит уже, ну, наверное, полчаса, все такие, типа, уже подходят, а у него, ну, естественно, таймер, все подходят, смотрят таймер. 40 минут. Вот, типа, я люблю тренироваться, ребята не будут соврать, я там все. Hardwork pays off, road to the dream. Но, бля, когда человек бежит 18 километров, а ты в это время тренируешься, потом приходит и с тобой тренируется. Ты понимаешь, что... Потом еще 2.10 в планке стоит, да? Ну, 2.10, это, кстати, это вообще же жесть. Да? Ты такой, типа, камон, Гриша, что за жесть? А он с тобой флайнайтинг учит, ну. И причем, знаете, не по-московски. Ладно. 2:01 с чем-то есть скриншот, он мне сразу его отправил, это был его личный рекорд. Он встал на одной из тренировок, просто в планку. Во время того, как чуваки тренировались, он все это время стоял и слушал альбом, не помню конкретно от каких исполнителей, просто слушал альбом. 2 часа. Вот, с чего я просто офигел и понял, что это человек просто, ну, как дичайшей выносливости и дичайшей силы воли. Вот, и, собственно, с этого момента как-то, ну, он стал ходить в зал, мы познакомились, подружились в какой-то мере. Мы как бы не были лучшими друзьями, но тренировались вместе, ну, достаточно долго, наверное, около года. Вот, и на самом деле, ну, как бы я с него всегда офигевал, и за последний вот год вот этих тренировок совместных он один из тех немногих бибоев, которых меня очень сильно вдохновлял. Во-первых, вдохновлял вот этой своей силой воли, и дичайшей какой-то мощью просто нечеловеческой, потому что я таких людей просто не встречал до этого никогда. То есть он никуда не ходил, не гулял, не посещал вот такие прекрасные места, где мы сейчас сидим. Он был очень сильно вовлечен. И когда ты живешь рядом с таким человеком, когда ты сам любишь свое дело, ты начинаешь, знаете, как бы ревновать к делу. То есть ты такой, блин, он больше меня тренируется, он встает быстрее меня там с утра, он больше вовлечен, и, знаете, хочется бежать с такими людьми, и, да, знаете, да. Именно, ну, я думаю, кто занимается чем-то именно, как бы хочет вывести на новый уровень, он всегда ищет этих людей. Надо сказать, что Москва здесь оправдала, так скажем, себя, потому что Гришу много поддерживали, многие подкидывали ему работу, офигевали от его стиля, приглашали куда-то, то есть и судил он там батлы, но
Тем не менее, это его там не остановило, он опять вернулся в подвал, опять к своему месту. Потому что вообще, где бы он ни был, будь то Китай, будь то Израиль, будь то еще что-то, какое-то место, он все время думал о подвале. Он всегда говорил, как же мой подвальчик там без меня живет. Это его слова, это практически цитата, я сейчас сказала, цитату. Это было всегда, и это место реально всегда его тянуло. Несмотря на то, что все было даже вокруг и круто, здорово, и почему бы не остаться, Гриша все равно возвращался в Иркутск, свой родной город любимый, и к своему месту. Последняя фишка. Нормально. Получилось. В какой-то момент вот я прям увидел, как у него что-то, знаете, перемкнуло, и он максимально погрузился в оригинальность и начал делать супер непохожие вещи вообще. То есть, ну, то, что я от Гриши никогда бы не видел. Хотелось бы сказать про оригинальные движения Гришины. Он старался отойти от каких-то базовых моментов, которые все уже делают. Он старался внести свое. Он старался придумать такое, чтобы вот весь мир просто вау, вот так вот просто так взял, все смотрели, что он делает, сказали, что это вообще было. Это я говорю легкий пример, да, там с полтора, там, да, через один, чейр, вот эта вот штука его, которую он первый показал. Это была реально бомба. Я как бы потом постепенно начал следить за ним, за его творчеством. И реально это очень сильно радовало и выделялось из всей массы того, что было на сцене. И сейчас выделяется, и будет выделяться. Поэтому надо дать должное, что он успел оставить такой след после себя, те фишки, та подача, та манера, поведение, отношение к музыке, отношение к месту тренировки, отношение к команде. Это, конечно, мне кажется, вообще надо брать пример с этого. И в 2010 году, по-моему, это было, я наткнулся на ролик. Он назывался B-Boy Guyver Marvel Crew Code of IP. Вот. И в этом ролике я просто борщнул, потому что он делал многие шокирующие меня на тот момент замуты. Одна из его фиг, я думаю, все знают, это One Hand Air Flare Chair. После того, как начал, остальной народ из комьюнити, пытаться делать и повторять. Я помню, как Гриша забросил эту штуку на какое-то время, даже переделал, в какой-то флорок переход сделал. И не так давно, до его ухода, он решил усовершенствовать все-таки и сделал с нижнего, чейрового локтя перелет снова в чейровый локоть. Вот такая штука, супер мощная. Такой подход был у него. Если, допустим, он видел где-то у кого-то фишку, похожую на то, что он придумал, и как бы то он вдохновился с кого-то и придумал, а сам, допустим, из себя это взял, отработал, все, то он как бы пытался изменить впоследствии, либо вообще не делать этого больше. Флай углом на себя с ногой, его оригинальная штука, которую до сих пор в мире, никто не делает, и, как бы зачем ее делать, это его штука. Это просто Regardless, he wasn't like known, I guess, or some type of like famous, but he worked super hard. Then he still had like some even now you could go check the videos he was on some shit, man. Like he was pushing it. He was already far in terms of like the shit that he was doing and shit that he was trying. The first time I saw him, I think it was in Instagram or something, like someone was sharing the movie, and the first time I saw like his impact of skills or like what he was doing, it was like so dynamic and original. So I really like have a quick check in like internet, like saw his skills, his like style was like something
it was something like maybe now the b-boys like they have something like they forgot like some passions, you know. He have like some, I don't know how to say, but he has like his style is like his passion. I mean, we can see through his dance. So I was like really inspired of him. Его стиль в первую очередь это, конечно, пушка, это просто мощь. То есть, как я уже сказал, это что-то нечеловеческое, и я, реально такого не видел. Если вы как бы не знаете, то он весь пауэр, вот весь пауэр. Включая твисты, 90, переходы, fly 90 fly. Он делал в две стороны. То есть, может быть, кто-то просто не знал об этом. Вот, то есть, сами понимаете, что это стоит. Вот. И, естественно, его стайл — это в первую очередь power, но это был умный power, да, потому что он внутри power move старался придумать какие-то оригинальные фишечки и оригинальные переходы и решения. То есть, опять же, если вы посмотрите, у него есть какие-то переходы и отдельные движения, которые, собственно, никто до него никогда и не делал. Я думаю, он, безусловно, хотел повлиять на брейкинг и хотел донести до многих то, что нужно делать что-то свое и стараться отличаться от кого-то, не быть похожим на своего какого-то там идола, я не знаю, или своего кумира. Про концепции придумывания движения, я помню, мы тоже с ним об этом много говорили, то, что всякие штуки, допустим, понравилась какая-то фишка или что-то у кого-то, и, допустим, там другой бибой мог бы как-то ее простенько взять и изменить, там, добавить какое-нибудь движение типа захват или там сейчас делать модно продевание. Допустим, Гриша всегда стремился от этого в сторону отойти. Можно сказать еще о подходе на тренировках. Тоже частенько в последнее время упоминал о том, что во время выхода свое отношение к тому, что он делает, как он пытался это все объяснить с позиции того, нравится это ему или не нравится, чтобы не отвлекаться на это, он как бы всегда старался сохранять вот это ощущение спокойствия, что нормально, типа нравится, не нравится, на второй план отходило, оставался всегда хладнокровным. Я думаю, это отчасти могло бы помочь многим людям именно в проявлении самого себя. Не того, что там, я сейчас лишь бы круто сделал, чтобы там кому-то что-то, кого-то удивить, в общем. Работает он со сложными вещами, делая это концептуально. То есть выстраивая свой брейкинг абсолютно на другом уровне. То есть он делает сложную вещь на сложную вещь на сложную вещь. При этом типа делает это, в чем проблема для остальных бибоев, они этого не делают, он это делает. Вау! В 2010-м я и Гайвер поехали в Новосибирск, там был ивент, привезли Шторма, и мы участвовали в батле 3 на 3, мы участвовали был тогда Чейрито, я и Гайвер, и мы выиграли этот батл, с нас все просто попутали, охренели, и я тогда помню, смотрел на Гайвера и думал, что, вот я мешок. Что за человек такой, сверхчеловек с новыми технологиями. То есть тогда он прямо залез куда-то, что я даже не понимал, что он делает, но я понимал, как это круто. Я пытался продвигать вот эти переходы, концепции и так далее. То есть я думаю, на те времена он как бы залез именно глубже всех нас.
те видео, которые есть в 2008 году, были сняты в 2008 году, сейчас актуальны. Соответственно, те вещи, которые он успел сделать сейчас, то они будут, скорее всего, актуальны и потом. Он к этому стремился. У него реально был какой-то диссонанс, типа он хотел так же вот делать, чтобы тогда было актуально. Но при этом он расстраивался, что его сейчас не понимают. Понимаешь, о чем я хочу сказать? Потом, когда он переехал в Москву, я помню вообще, я не думаю, что его так проценивали здесь тогда. Денис, у меня есть целый монолог, друзья, на эту тему. Я надеюсь, кто хочет понять, тот поймет. Кто не хочет понять, тот будет искать в этих словах какое-то там, не знаю, отзеркаливание. Не знаю, короче, слушайте внимательно. Есть такой синдром, я его сам назвал Гайвером. Давайте представим, что есть человек с очень сильной большой силой. С очень большой силой. Но и с очень большой ментальной силой, не только физической, с характером, именно мастер в своем деле. Действительно, человек, отдавший, уже, так сказать, жизнь за свое искусство, да, но как бы это ни звучало сейчас, человек, действительно, который занимается, который изучает, который копается, который делает все, о чем другие только говорят. Я сказал так, что в современном брейке, к сожалению, талантливые люди больше недооценены, чем просто те люди, которые берут и подражают там каким-то топовым другим бибоям, трендам. Да, естественно, как бы много и талантливых людей оцененных, но все же как бы, значительное количество остается как бы неизвестными, к сожалению. Талант реально был очень огромный. Талант сколько не именно в брейкинге, а именно в упорстве. И смотрите, в чем суть. Суть в том, что его глушили. Глушили очень жестко, и сейчас все будут говорить: боже мой, Гриша там, как бы это был next level. Какой, блядь, next level, ребята, извините, что я это говорю. Он когда здесь жил, все говорили: у него нет формы, да, у него нет того. Блядь, миллиард причин, что у него нет. И все забывали его талант. И когда его не стало, все такие: ой, он был... Да, вы поняли меня сейчас без слов, ребята? На самом деле сейчас, в принципе, брейкинг на таком уровне находится, что уже и в маленьких городах, и в деревнях есть какие-то люди, которые нормально гасят и выделяются среди общей массы. И, естественно, таких людей многие могут не знать. Вот. А потом все-таки стоит учитывать, что Россия огромная страна. И, например, когда я бываю на Урале, я вижу каких-то ребят, которых здесь вообще никто никогда не видел и не знает. Хотя там они уже, можно сказать, в топе и реально нешуточно наваливают. The news that he passed away was really sad, but all the things he done, I think it was really potent for the young b-boys. So he's gonna live forever. We have any kind of YouTube stuff. We can see him in internet, his move, his dance, still living. So I really respect him and hope we can evolve for him. So big shout out to him. Peace. Потому что Гриша такой не один. Таких, как Гриша, действительно, в нашей стране, и давайте будем только в нашу страну брать, еще очень уйма людей. Что им теперь нужно, так же, как Гриша, умереть, чтобы вы все поняли, что люди делают, что люди отдают за это жизнь, отдают за это время свое, да? И глушат, и глушили все. Не надо сейчас, я не знаю, кто там был, вспомни, блядь, как ты глушил его, вспомни, как ты говорил ему: ой, братан, ты проиграл, знаешь, ты сделал жестко, круто. Ты проиграл, потому что ты ногу так не довел, или там ты музыку не так слышит, музыку не так слышит. Формы нет у тебя, братан. Музыку не так слышит. Музыку вообще слышат так, как хотят. Поэтому, ребята, это действительно заставляет задуматься, что нужно ценить тех, кто рядом, и, знаете, всегда говорить и не стесняться. Вот если это люди смотрят, будут смотреть, да,
Реально, не стесняйтесь сказать человеку, который вам нравится, вдохновляет, либо просто который, блядь, сильнее вас, который... Вы же все равно люди все адекватные, они, да, есть эго, которое вас будет давить и говорить вам, ну, в смысле, он мне сильнее, но благодарите их, что они есть, когда они с нами. Пожалуйста. К сожалению, наверное, в мире не так много людей как бы видели его танца и смогли заценить его стайл, но я думаю, что все российские бибои как бы понимают, кем он был, и понимают, какой след он оставил в российском брейке, да, и я уверен, что никто не поспорит с тем, что этот след просто огромный и суперзначительный. У него также была идея запуска собственной линии одежды. Он не старался как-то популяризовать это дело, а считал, что те, кому нужно, те приобретут и поддержат таким образом. В связи с этим был создан логотип Underground Support с особым значением для тех, кто считает себя участником процесса и трудится на благо его развития. Ребята, это творчество. Просто суть такая, что ты реализуй свой творческий потенциал через что-то, через твое творчество, будь то брейк, будь то музыка. И все время будет тяжело, потому что в любом случае ты отходишь как бы от этого, но ты продолжаешь, дальше делаешь, то есть свое дело по мере своих возможностей. Вот, и реализуешь свои идеи, то есть каждый день ты просто делаешь то, что тебе нравится, то, что ты себя представляешь, то есть реализуешь себя в этом. Как у нас было, вот мы когда тренировались, когда все тусы свои тренируемся, у нас каждый делает свое. Я вот в последнее время стал вообще танцевать просто топ-рок, футворк, допустим. Гриша там Power Move, там Power Tricks, там. Короче, все по-разному. В основном и все в одной, все друг друга поддерживают, то есть все друг друга понимают, что ты просто реализуешь себя через как ты можешь себя реализовать, как тебе хочется, то есть это сделать. Да, чтобы никого, короче, под какие-то рамки не загоняли. Да. Йоу. Все знают фразу про то, что мы всегда ученики. Я думаю, это тоже тесно связано именно с этим понятием как underground support, потому что важно действие, которое вы совершаете, важно то, как вы выражаете себя в творчестве. То есть, опять же, не важно, какое это творчество, главное продолжать что-то делать, главное реализовывать именно из себя это творчество, не то, что себя реализовывать или там как-то выражать, а вот именно что у вас заражается, вы должны это воплотить и воплощать. И, допустим, то есть нету какой-то определенной цели никогда в плане того, что вот я дойду до нее и это закончится. Нет, это всегда будет продолжаться, всегда действие. И опять же, что underground это не значит, что мы находимся где-то под чем-то, да, то есть за какими-то правильными и неправильными границами. Мы не идем против течения, мы идем по течению, но рядом. То есть мы не идем в основной массе, мы идем рядом, да. Какой сегодня сильный ветер, Спайк. Underground Support это такая тема, которая помогает нам быть тем, кем мы являемся, а не казаться кем-то. Все эти темы с подвалом, они помогают нам творить и выражать самого себя. Может быть, мы где-то здесь и отчасти прячемся от внешнего мира и продолжаем реализовываться, чтобы потом выйти на свет и показать то, кем мы стали. Поэтому, если вы одеваете эту вещь, пожалуйста, имейте представление, имейте честь носить ее. Поймите, что это дизайн, что эту футболку черного цвета мог надеть и Гриша. Понимаете? What you think all the dancers for?
Damn. В целях сохранения памяти, сбора средств на этот фильм и на ежегодное мероприятие под названием «Внутри возьми» сейчас реализацией коллекции занимаются близкие друзья Гриши. Под землей внутри возьмем свое, это магия вне ступеней, умноженная на айо. Внутри возьмем свое, вылью свое фоте, чтобы змей рад был под землей. Здесь думай, пока шнуруешь свои пумы. Вспомни свой выход, вспомни все свои фиги. Вспомни послание от грехи, из чего все начиналось. Я знаю, он знает, и команда тоже знает. Это даже с выключенным светом ты найдешь путь, если знаешь, в чем суть. Основные принципы в принципе живут и продолжают жить. Где же это взять? Возьми это внутри, возьми это внутри, возьми это внутри, возьми это внутри, это внутри, возьми это внутри, возьми это внутри, возьми это внутри, это внутри, возьми это внутри, возьми это внутри, возьми это внутри, это внутри, возьми. На счет раз, два, три, в них стираются границы, проявляются картины на страницах, пацан. The Godfather, big black brother with burners and large armor. Big bottle of brown, call it the car starter. Rape an atheist to the bitch, say our father. Hell Mary, Brenda had the baby, threw the baby out the window. Now Brenda is going crazy, ignorant fool. Этот момент, который случился, дал всем понятие, что время идет, и не надо откладывать свои цели и амбиции на потом, и не говорить себе, что, мэн, ты до завтра, ну, ладно, я там послезавтра там это сделаю. Нет, мэн, сейчас, только сейчас. Конечно, это травмоопасный вид спорта, так скажем, и есть различные растяжения, микротравмы. Нужно, конечно, относиться очень серьезно к занятиям, иметь обязательно средства оказания первой медицинской помощи, хотя бы, чтобы это были аптечки, умение помочь, оказать первую помощь. Это нужно очень серьезно и внимательно относиться к этому, знать, что это не просто движения, а те движения, которые включают в себя сильные физические нагрузки. Я думаю, все, кто смотрит это видео, все, кто участвовал в этом видео, хотели бы, чтобы Гриша бы не был таким упертым, чтобы Гриша бы не пошел на ту тренировку или там остыл бы на полгодика, отдохнул бы. Конечно, со временем эту ситуацию будут романтизировать и превращать ее в такой, знаете, образ, который все слышали это на тренировках. О, я умираю на тренировках, я там такой на тренировке, я так выкладываюсь, да. А теперь действительно пример, знаете, наверное, я скажу так, что не надо ему следовать, надо немножко быть трезвым в этом плане. Если ребята делают такие серьезные элементы, то, конечно, нужно в первую очередь думать о своей самодисциплине, слушать себя, слушать свой организм, возможно ли это. То есть организмы у всех разные. Рост, вес и все, что касается физики, у всех разное. Конечно, нужно помнить об этом, не забывать. То есть тут, конечно, дисциплина, самоконтроль на первом месте. Если вы что-то почувствовали, или, не дай бог, там какие-то недомогания, конечно, нужно сразу же обращаться, следить за этим очень внимательно, не пренебрегать, слушать свое тело. Вы занимаетесь очень серьезными физическими нагрузками, и потом уже это танец. В первую очередь это, конечно, нагрузки. Ради таких, как он,
это дело настолько серьезное, это не просто какое-то хобби, это не просто какая-то деятельность, чем ты занимаешься, это вот именно жизнь, и это больше, чем просто жизнь, это то, за что ты можешь отдать жизнь, это одно из тех дел, которое считается настолько серьезным, как бы он именно показал это, и он останется в истории. Неоднократно у нас с Гришей бывал такой разговор по поводу переезда из Иркутска. Все, конечно, знают, насколько он был крут, и что люди такого полета должны, наверное, покидать свой город для того, чтобы дальше развиваться и совершенствоваться уже в месте, где гораздо больше возможностей для этого. Но возможно, когда-то такие мысли были у Гриши в голове, но в последнее время он всегда говорил, что наоборот, он хочет развиваться именно здесь, и это даже как бы будет его такой фишкой, то, что он будет жить здесь, развиваться здесь, развивать своих учеников, улучшать свой стиль, underground support, подвал, все это здесь, все в Иркутске. И мы с ним частенько об этом говорили, потому что в моей голове всегда появлялись мысли о том, чтобы расти дальше, что нужно переехать. Но как-то я смотрела всегда, что Гриша же здесь, Гриша же делает жестко, и он живет в Иркутске, и у него такая пропаганда, это его философия, что нужно жить здесь, и нужно жить здесь, развиваться здесь, и это стиль. Вот, и это было для меня как такой поддержкой, чтобы оставаться здесь и делать что-то, и что неважно где ты, главное, что ты делаешь. Вот. И я думаю вообще, что его мнение на этот счет повлияло на многих танцоров. То, что повлияло на меня, это вот я вам сейчас говорю. И вообще хочу сказать, что не только на меня повлияло, на многих людей, еще на многих танцоров. Под дом 38, эх. Ага. Проще не бывает. Талант Гриши, то, что он сделал, все вот эти нереальные вещи, это исходит из его личности в первую очередь. Почему Гриша связал свой стиль с восьмеркой и с Уроборусом? Потому что восьмерка — это было его любимое число, так как оно ассоциировалось с бесконечностью, а также Гриша любил бильярд, занимался им какое-то время, и, как известно, черная восьмерка — это решающий шар, который может повернуть игру вспять. Я думаю, это тоже повлияло в какой-то мере. И тут невозможно не отметить музыку. Это в особенности был рэп 90-х. Такие исполнители и группы, как Onyx, Big L, Шоун Прайс, Wu-Tang Clan, Jerusalem Damage и прочие. Я думаю, они привлекали его своей самобытностью, своим новаторским стилем, хранившим традиции и при этом вносившим какую-то оригинальность в процесс. Все они относились, конечно же, к той же культуре, к которой относился сам Гриша, и это помогало ему, используя их творчество, творить какие-то свои вещи. Я помню, у Гриши был логотип, он тогда придумал себе знак, скомбинировал английскую букву G и восьмерку, а снизу была подпись The Code of IP, где IP значило Infinite Potential, то есть бесконечный потенциал. На самом деле вдохновлял как человек во многом, потому что, если на него смотрите как на бибоя, то он может показаться таким как бы иногда даже дерзким, но на самом деле он супер как бы был крутым челом, очень таким типа добродушным и очень отзывчивым. Давай, покоряй!
Пойдет. Повалялся так на дне. Я нашел в нем вот эту вот штуку, когда он может быть несерьезным, смешным и угарным. Да, очень круто. В общем, он не пьет, не курит, но я его вывел на эту волну. И как-то мы сидели вечером, и он сидит такой, ну, типа мрачный, весь такой, как обычно, на своем стиле. Я все возле него такой: Гриша, да давай. Он такой: не-не-не. И все, в общем, я возле него кружил как коршун, типа пытался его, ну, зацепить вот ту часть его, которая как бы есть, но она закрыта вот его образом. Но она есть, ее видно. И как-то мы с ним затусили очень жестко мы с ним затусили. Тогда я понял, что Гриша настолько легкий, он настолько был простой, и он такие коры там отмачивал. Мы просто с парнями сидели, я вот вообще держался за лицо. И я не мог поверить, что такой большой, взрослый, серьезный дядька может выдать такую дичь. Мы прямо улыбались, короче, с этих шуток. Я сидел, держался за голову и такой думал: блин, ну это вообще Гриша или не Гриша? Чайник. Чё, я не получаю. Да. То есть почему Гриша так увлекся и полюбил брейк? Потому что все-таки брейк — это свобода самовыражения. То есть в брейке соединились физическое состояние и творческое начало. Это настолько как бы гармоничное соединение, в котором можно проявить себя, заявить о себе. То есть и музыкальное, и танцевальное. То есть все соединил в себе этот, так скажем, танец, который приравнивается вообще так к спортивной гимнастике. То есть такие нагрузки, которые получают в брейке, они, в общем-то, сопоставимы с нагрузками гимнастов. Я помню, его очень вдохновляла история Николы Тесла. Я думаю, это отчасти сподвигало его на какие-то инноваторские вещи. Также его очень нравился спорт, такой как бокс. Я помню, он сам им занимался, говорил, то, что его вдохновляет Тайсон, его упорство, то, как он двигался. Можно еще отметить таких бойцов, как Федор Емельяненко. А здесь ему очень нравилась его сдержанность, своеобразная манера. Я думаю, все это подпитывало сильные качества Гриши. И из любого, о ком я перечислил выше, можно сказать, то, что эти качества находились в самом Грише. Еще лично меня всегда поражало, что Гриша в брейке и Гриша в жизни — это два разных человека. В брейке это вообще просто молния, которая куда-то движется, которая ставит себе, человек, который ставит себе нереальные цели, чего-то хочет добиться просто в кратчайшие сроки, как будто бы торопился успеть все охватить. Вот он делал самые первые твисты, и он не вставлял их в каждый выход, там прям не насыпал их, чтобы не было такого впечатления, что там, я не знаю, как будто он физрук какой-то. Он, наоборот, делал их как-то вот порциями, да, именно там, где это нужно, и типа тем самым как бы, ну, вызывал такое восхищение своего рода, да, что типа вот он даже не давил, ну, я бы так это назвал, да, ты там на тренер с ним, типа, и вот он там только твисты делает, а ты же не умеешь, там, ну, там, на тот момент, как бы, я ничего такого не делал. Ну, и, типа, это бы давило бы на тебя, а он так, типа, о, да, я адаптируюсь под то, с кем я тренюсь, типа, там, поделаю чего-то нового, там, для себя, может, ну, типа, что делают остальные чуваки. И это касалось не только, да, брейкинга, типа, это касалось даже, в принципе, его внешнего вида. Как бы у Гриши была вообще легкая возможность одеваться не как все, не знаю, быть, ну, в смысле, не как все, я имею в виду, что там одеваться дороже, там, чем все, потому что у него там обеспеченная семья, и они, ну, грубо говоря, позволяли ему, да, то есть как-то вот за счет этого выделиться, но он вообще никогда к этому не прибегал, носил вообще одежду без брендов, без всего такого, ни лейблов, ничего на нем не было, одежда реально простая была. Не было дивана, где он может спать. И он просто постелил на полу себе, получается, одеяло, подушку
И жил так, все. И жил так полгода. Все, и жил он так, да, полгода, и спал он в кофте своей, одевал капюшон, делал вот так вот руки. И утром... Монахи, как монахи спят, которые только тренируются и спят. И утром он так проходил. Ложился спать, да. Леха, помнишь, как он утром всегда проходил, и вот так, там получается такая дверь, вот такая, типа, всегда открытая была, и так утром часов 8 такой шаг монотонный, он проходит свой рэп слушать. И рэп слушать не на просто на аудиозаписях, а рэп слушать именно на YouTube клипы смотреть. Вот это очень принципиально. Те, кто знали его, те поймут. Именно YouTube, чтобы он видел эту картинку, это было очень круто, действительно. Пересматривали какие-то из записей Джеймса Брауна, и Гриша постоянно типа говорил, то, что вот его манера, его самоотдача, та энергия, с которой он вкладывается, вдохновляли его. И то, с каким интересом он рассказывал об этом, я думаю, это заслуживало особого внимания. Это был его день. Его. Это было круто. Это финал! Red Bull BC1 Russian Cypher 2018 год, Питер! Гайвер! Мы даже с Ро побежали тогда. Конечно, мы его носили. У него реально все получилось. Да? Он всю сетку прошел. Он всю сетку прошел, у него реально все получилось. Без запинок. И при этом он год никуда не ездил. Да. По-моему, сидел... Он ездил вот на море джем, вот этот, и все. Показал Гайвера. То есть на этой тусе он не застеснялся. Он не стеснялся, он такой более раскрылся, проще к этому отнесся, у него все получилось. На него было интересно смотреть. Он на ментальном уровне, на физическом уровне был на голову выше всех. То есть, когда он выходил на баттл против, допустим, мини-босса, Жука, Диса, по картинке видно было, ну, вот, как со стороны зрителя, что они даже ментально не дотягивают до его уровня. То есть он был настолько уверен в себе и легко все подавал, что смотришь и прям улыбаешься. Да, обалдеть, он делает такие вещи, и они у него получаются. У него получается быть собой. Во. Мне кажется, что Гриша был собой на этом Red Bull 2018. Я помню, когда он встал на него, налетел капюшон, он просто вот так стоял секунд 10, не знаю, просто вот. Еще был момент такой, если вы посмотрите детали, пожалуйста. Не на флайер посмотрите, флайер все мы так видим. Посмотрите детали, пожалуйста. Вернитесь к этому батлу, посмотрите детали, попытайтесь понять, что он хотел сказать. Ё-моё! Тема, давай. До конца. Давай, нормально. Все. Там лампа была, да, и на ней была такая пластиковая штука. И вот, я такой, как ты не задеваешь, типа, когда крутишься? Он такой, да не знаю, уже много раз я крутился и не задевал. И вот в тот момент, когда он это сказал, он крутился и просто она падает и разбивается. Он ее потом еще в углу положил. Так как работала с ним в одних и тех же танцевальных школах, очень часто заставала либо конец тренировки его с детьми, либо начало следующей тренировки. И на этих тренировках очень сильно была я удивлена тем, что Гриша, он был всегда очень-очень спокоен. У нас была тема в прошлом году скоростная болезнь, то, что люди все время торопятся. И когда я видел Гришу, я почему-то успокаивался. Это был неконфликтный человек. Я постоянно
об этом думал, когда вспоминал Гришу. Когда думал о Грише, я постоянно думал, блин, ну, насколько можно быть терпеливым, толерантным и, повторюсь, неконфликтным человеком. Этому надо было у него поучиться. Он всегда все конфликты, все какие-то споры или неурядицы пытался урегулировать мирно и спокойно. И дети, тем самым даже, наверное, чувствуя вот эту его энергетику спокойную, они, вот, не знаю, мне кажется, с другими педагогами гораздо больше бесятся дети, чем бесились с Гришей, потому что всегда была идеальная атмосфера. Гриша был человеком слова и дела. Талантливый человек, талантлив во всем, то есть и за что бы он ни брался, он в этом достигал глубины и достигал собственного стиля. То есть каких бы высот он мог добиться, там, занимаясь каким-нибудь бизнесом, если бы применил этот же подход, например, к зарабатыванию денег. Но человек осознанно, обладая огромным потенциалом, сильным умом и характером, занялся именно этим. То есть это, я считаю, круто, я считаю, что это люди будущего. Не забывайте, что в первую очередь мы люди, а лишь потом мы бибои. И надо стараться быть хорошим человеком, отзывчивым, а лишь потом ты уже тем, чем ты занимаешься. Вот Гриша был именно таким. Он был добрым, отзывчивым, он готов вписаться был, за что ему огромнейший респект. Но на танцполе он просто вырубал. Он просто вырубал. Мы все прекрасно видели BC-1, и это было просто без комментариев. Просто без комментариев. Грише было любимое выражение не ограничиваться, а распространяться. И вот это вообще тоже максимально смысл, максимально его отражало, что он был и упорный, и упрямый. Касаемо Уроборуса, его Гриша тоже выбрал неспроста. Это было продолжением имеющейся концепции с бесконечностью потенциала, а также, насколько мне известно, Уроборус — это мифологический змей, постоянно совершенствующийся путем самоуничтожения. И я думаю, что данная формулировка очень точно подходит для характеристики описания Гриши как человека стремительного, упорного, готового принять на себя и вынести все тяготы процесса во благо личностного роста и совершенствования себя. Подвал остается тем же местом, в котором он был. С момента ухода Гриши прошло 2,5 года. То, как мы его видели, представляли себе это место, да, мы также пытаемся его развивать. Да, оно было всегда для вас важным, и вы питались энергией этой, и Гриха тоже всегда много здесь проводил времени. Это вообще не второй дом даже был, я скажу, это был его единственный, первый и поистине дом, с которого он вообще никак не хотел уходить. Всегда было круто проводить здесь время, черпать какие-то знания и взамен отдавать этому месту всего себя, место силы, место каких-то знаний, бетонной техники, подвальных техник. Подвальной техники, да. Да, и надо это продолжать, несомненно, и не терять суть, атмосферу и эту силу. Да. Также я хочу сказать, что за это время мы выпустили целых 4 коллекции мерча под дом. Достаточно успешно они были все реализованы. Нас очень поддерживали люди, те, кто вдохновлялся Гришей, до сих пор вдохновляется. Сейчас очень приятно видеть на разных мероприятиях, как не только в Иркутске, но и в других городах, людей, которые носят эту одежду, которые ценят ее и видят в этом какой-то смысл и поддерживают посыл. Вообще идея мерча пришла к нам, исходя из того, что это была Гришина мечта. Он хотел развивать это всегда, и под конец жизни он этим и занимался. Мы просто, так скажем, подхватили его эту хорошую идею. Он оставил нам много, с чем можно работать и как воплощать в жизнь его идеи. Поэтому мы, конечно, планируем в дальнейшем это продвигать и развивать. Понеслась, скрип-скретч наготове, вы наготове. Пошли внутри!
За эти 2,5 года мы провели вполне успешно 2 мероприятия, посвященных памяти Гайвера. Называются они «Внутри возьми». Первое прошло в 2019 году, второе было в 2020 году. И за год мероприятие очень по уровню выросло. На второе «Внутри возьми» приехали многие ребята из западной части России. Хотя мы живем в Сибири, и в городе Иркутске до нас очень сложно добраться порой многим. И очень приятно, что люди приехали, поддержали. Было много народу, порядка 400 человек участников мы насчитали. Также нас поддержали ребята из Momentum, Лагет и Макс. Их помог нам привести Брюс, что тоже немаловажно из таких далей. Еще на второе мероприятие мы пригласили, приглашенным судьей у нас был бибой Слав. Тоже очень круто, что он приехал, поддержал. Да, вообще много кто приехал, поддержал. Вообще на это мероприятие люди ехали с целью получить заряд, отдать дань. Все было пропитано атмосферой подвала, Гришиной атмосферой, начиная от помещения, освещения какого-то, музыки, играло много рэпа, играл один рэп, я бы сказал. Было много кругов. Что на первом батле, да? Что на втором батле у нас постоянно были круги, неслись. Даже делали номинации такие, чтобы все могли натанцеваться и получить какой-то заряд, опыт. Да. Все, как бы хотел Гриха, я думаю, мы воплотили. Собственно, за этим все, для этого все и делается. Да, и мы собираемся продолжать. Обязательно. Развивать концепцию. Приезжайте к нам на батл. Может быть, это будет не батл, может быть, это будет джем. Главное то, что вы можете приехать и взять изнутри. И поддержать. Это еще раз доказывает, ребята, что наше дело, то, что мы делаем, то, что мы оставляем свой след здесь, на земле, оно остается, несмотря ни на что, как бы с нами что ни происходило. Мы можем вдохновлять, мотивировать, делать что-то лучше в этом мире. И давайте все к этому стремиться. Еще раз, огромная любовь. Гайвер, ура, город! Я вообще хочу сказать, что Гриха для нас, для близких людей, да, я думаю, для многих, стал своего рода легендой. Он бы сейчас, конечно, меня бы жестко так пресек и сказал бы, ты что такое говоришь, потому что был правда скромным, очень скромным и не тщеславным ни разу человеком. И, наверное, мы сделали правильно, что в один момент решили снять про такого человека, про его жизнь, про его короткую, но такую насыщенную, да, жизнь. Мы решили снять фильм, приняли такое решение, чтобы он вошел в историю, чтобы видели это поколения другие, потому что явно след настолько огромен, что он спроецируется на многих других ребят, будет интересен многим другим людям, которые будут позже намного заниматься брейкингом. Да на самом деле не только брейкингом. Этот фильм можно спроецировать на жизни любых других людей, разных профессий и тем более творческих. Да. Много кого вдохновит, много кого вдохновлял. И главное, что будет это делать. То есть для этого мы это все и сделали. И я бы вообще хотела сказать, что очень многие люди поучаствовали в том, чтобы все это воплотилось в жизнь. Мерч под дом, фильм, также какие-то изменения в подвале, да, обязательно. И очень многие поспособствовали этому. Это очень приятно, и мы сейчас понимаем, спустя время, Гриша, к сожалению, этого так и не осознал, что очень многие вдохновлялись, что для многих людей он очень важным человеком является. Поэтому, конечно, он достоин того, чтобы про него снимали фильмы, он достоин того, чтобы его упоминали где-то. И очень радостно, что он продолжается в этом всем. И он никуда не делся, он просто сейчас в других формах продолжает жить. Да, продолжает жить.
И его фраза очень хорошо сюда подходит. Не ограничиваться, а распространяться. Эх! Я думаю, такая вот все, что мы рассказали, это просто вообще, это верхушка, это краюшек, это уголок. Вы спросите тех, кто с ним жил, кто с ним дружил, именно не как бибой, а как друзья. Спросите, сколько было историй, наверное, когда он как бы, действительно кому-то может помочь. Ну, дело даже не в помощи, как он относился к людям. Спросите у других, кто его знал больше, чем мы. И знаете, рецепт прекрасного обеда от Гайвера рассказать вам? Гречка обязательно. 2 огурца, помидор, сыр тильзитер и лаваш. Это я запомню. И сверху 6 этих. Медовик был или что он ел? Сверху 6. Слушай. Ты вот в той вот этой штуке, блядь, эклеров. Магазин был сладостей. Там нифига ты вспомнил. Вот этот медовик, эклер, медовик, птичье молоко улетало, ребята, вообще в космос. Под дом 38. Нормально стелим. В самую глубь, в простоту, в глубину, в помехи до связи. Эх, ага. Открой глаза. Гори, гори, моя звезда. Под дом 38. Под дом 38. Под дом 38. Открой глаза. Гайвер Уропорус на связи. Помехи до связи. Абсолютно подпольный брейкинг. Нормально стелим в простоту, в самую глубь. Команда под соответствующим названием под дом 38 или бог эй. Ладно, все, парни, кто здесь собой? Вырубаем. Гори, гори, моя